Приступаем к оформлению мордашки. Находим серединку мордочки. Для меня она, вот она, я нашла серединку. И между 4-м и 5-м рядом, 1, 2, 3, 4, и вот он 5-й, посерединке вот я ставлю маркер, булавочку. Теперь сзади вставляем иголочку с ниткой и выводим ее на 1 столбик в сторону от маркера. Дальше вводим иголочку на 1 столбик с другой стороны от маркера. И выводим ее на 1 столбик ниже. То есть мы, получается, окружили нашу булавочку. У меня просто ниточка идет тоненькая, поэтому я ее в два слоя делаю. Вот я прошила. И здесь у меня получается петелечка. Захватываем петелечку эту. Сейчас я подтяну ниточки. Вот, видите, получается носик. И теперь я тяну и пришиваю еще на 1 ряд ниже. Ой, надеюсь, я доступно рассказала. И дальше мы сразу будем переходить к глазкам. Глазки мы будем вышивать на уровне носика начала. Через 3 столбика. 1, 2, 3. Выводим вот сюда. Сейчас я подтяну. Неудобно, конечно, двумя, но почему-то у меня, когда я вышиваю Ернард джинс, мне пару раз говорили, что он линяет. Поэтому я перестала им вышивать. И дальше глазик. Глазик можно делать на 1 столбик. Тогда такой небольшой будет. Или на 2 столбика. Ух, такая вот прям глазастая. Как вам больше нравится, дальше так и делайте. Я делаю на 1 столбик. И выводим теперь иголочку на 3 столбик с другой стороны. 1, 2, 3. У нас будет 2-й глазик. И вот на 1 столбик. Все. И выводим туда, где выводили. Манюсенькие глазенки. Вот они, наши глазенки. Вот такая мордаха. Теперь мы обрезаем ниточку. Можно даже не обрезать. Сначала завязываем узелок. Сильно не затягиваем, чтобы наши глазки не исчезли с той стороны. Так, все на месте, все красиво. И теперь сюда же ввожу иголочку и прячу 1 кончик. И потом 2-й также буду прятать.
И теперь прячем вторую ниточку. Ушки капибары мы будем вязать коричневой пряжей, темно. Отступаем от глазика 2 столбика. Вводим крючок и выводим на 1 столбик выше. Сюда будем присоединять ушко. Оставляем хвостик, чтобы нам потом было удобно спрятать, завязать узелок. И провязываем 3 воздушные петли. Теперь по вот этой цепочке мы провязываем 2 столбика без накида. 1 столбик без накида. И 2 столбик без накида. Подтягиваем ушко. И теперь будем присоединять между первым и вторым рядом. Вяжем соединительный столбик. Вот оно ушко. Воздушная петля. И обрезаем ниточку. Обрезаем так, чтобы можно было вдеть в иголочку и спрятать. Теперь выводим иголочку туда, где у нас было начало. Слегка подтягиваем. И завязываем узелочек. И так же, как с лапками, и так же, как с мордочкой, сюда же прячем ниточки. Выводим в тело. Одну спрятали. И вторую ниточку будем прятать точно так же. И прячем вторую ниточку. Вот такое ушко у нас получилось. Второе ушко делаем самостоятельно. И вот наша капибарка почти готова. Нам осталось раскрасить мордочку. Потому что какая же капибара без темной мордочки. Поэтому у меня есть пастельный мелок. Кто-то раскрашивает тенями. Можно также настружить карандаш обычный, коричневый, и этим карандашом тоже закрасить. У меня пастельная. И вот так вот закрашиваю мордочку. Эх, похорошела сразу, да? Вот такая вот мордаха. И можем нарисовать щечки. Я делаю, смотрите, через ряд от глазика и на одну сторону. Вот так. Получается вот наш глазик через ряд. И вот этот столбик с одной стороны и со второй. И такая капибарка. Я вот продолжила на 2 столбика, чуть-чуть захватила, чуть больше, вот так. А вы уже смотрите, делайте, как вам нравится. Вяжем шапочку лягушки для капибары. В кольцо амигуруми набираем 6
столбиков без накида. Подтягиваем колечко, ставим маркер и переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавок. В конце ряда 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 3 воздушные петли. И дальше 2 столбика будем вязать с 2 накидами. Дальше вяжем 2 столбика с накидом. Один полустолбик с накидом. 4 столбика без накида. Один полустолбик с накидом. 2 столбика с накидом. 2 столбика с 2 накидами. Вот что у нас получилось. Дальше, это нам уже не понадобится. Провязываем 3 воздушные петли. Разворачиваем. И провязываем 2 столбика с 2 накидами, начиная с первой. Дальше 4 столбика с накидом. Дальше делаем убавку. Убавку мы делаем 2 полустолбиками с накидом. То есть так. Теперь все вместе провязываем. Далее 4 столбика с накидом. И 2 столбика с 2 накидами.
Дальше провязываем 6 воздушных петель или 7. Я провяжу 7, наверное, все-таки. И присоединяем вот тоже к уголочку, к краешку. Присоединяю соединительным столбиком. И обрезаем ниточку. Вот такая шапочка у нас получается. Все вот эти ниточки надо будет в иголочку вставить и прошить. Вот я иголочкой прячу просто ниточку сюда вовнутрь. Все, спрятала и обрезала. И также вторую ниточку. Теперь нам надо связать 2 глазика. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Подтягиваем и соединяем соединительным столбиком. Обрезаем. Вот такой глазик. Вяжем еще один такой. Наши глазки готовы. Тут останется только приклеить. Мы сейчас сначала пришьем, а потом приклеим. Значит, смотрите, глаза вы можете, конечно, пришить как повыше, так и пониже. То есть, как кому нравится. Я, наверное, буду делать вот здесь. Или повыше. Сейчас посмотрим. Крючком вытягиваем. Вот так. Нет. Осталось пришить глазки. Вернее, мы их будем привязывать. Вот смотрите, Смотрите, конечно, как расположить для вас будет лучше. Вот так вот я пришью. Вернее, мы пришивать-то их и не будем. Мы просто их завяжем узелком. Один глазик. И второй. Я вот через столбик протягиваю ниточки. И со второй стороны мы просто завяжем узелочки и попрячем ниточки. Как делали-то до этого. Ой, где вторая ниточка отсюда? Вот она. Один глазик, второй глазик. Вот так вот. Угу. Все выворачиваю, завязываю узелки и прячу. Теперь приклеиваем глазки. Наносим клей. У меня глазки 5 миллиметров, можно чуть-чуть поменьше, четверочку. У меня какие были. И второй глазик приклеиваем.
Вот такая шапочка. И вот наша капибара уже нарядная. Красота! Смотрите, вот такая рыжая шапочка у нас связалась. Теперь будем привязывать ушки. Ушки будем привязывать в 4 ряду. И смотрите, отсчитываем. 1, 2, 3, 4. И вот 5 столбик. Это у нас столбик с накидом, да? 5 столбик мы вставляем, ввязываем нашу ниточку для уха. Провязываем 3 воздушные петли. И вяжем столбик без накида и полустолбик с накидом в соседнюю. Так, подтянули. Дальше пропускаем одну и провязываем через одну, получается, делаем соединительный столбик. Все, и обрезаем ниточку. Вот такое ушко будет. Здесь мы вытягиваем на другую сторону ниточку. И вот эту затягиваем наизнанку. Тут расстояние большое, поэтому я сейчас буду иголочкой немножко соединять. Я одну ниточку сейчас немножечко провяжу поближе к первой. Все, теперь можно завязывать узелок и запутывать, прятать ниточки. Где наше ушко? Вот наше ушко. Такое. И точно так же мы будем делать второе ушко. Одно ушко есть, второе ушко мы вяжем точно так же. 1, 2, 3, 4. В 5 мы вставляем ниточку. Вяжем 3 воздушные петли. Столбик без накида и полустолбик с накидом. Один столбик пропускаем, во второй провязываем соединительный столбик. И вот наше второе ушко. Ниточки прячем аналогично. Вот такие красотки у нас связались. Вы вязали со мной? Кто вам больше нравится? Кися или лягушка?